Слава Украине, привет всем от Полонского, ребята, бавовна. Бавовна, которая произошла вот только что, недавно, ночью, короче говоря, да. И наши дроны залетели, вы не поверите, во Владимирскую область. Расстояние от этой области до ближайшей точки границы с Украиной, ну и с Россией, это где-то, я знаю, километров 800, наверное, плюс-минус, где-то так. Очень далеко, ну как, для дрона, в принципе, не помеха. Да, но не суть. Важно другое. Важно, что там находится пока что еще, Муромский приборостроительный завод. Что это за предприятие? Его еще по-другому называют пороховой завод. Хотя, вот казалось бы, а где порох и взрывчатка, а где приборы? Вы знаете, есть общее. Значит, смотрите, что там выпускают. Там выпускают приборы, которые инициируют взрывы, подрывы взрывчатки. Ну, например, капсули. Или взрыватели для снарядов. Или, например, взрыватель, который инициирует, например, раскрытие надувной лодки. Чтобы вы поняли, да? Вот эти вот все вещи, которые инициируют, то есть они готовят, скажем так, механизмы, приборы, которые инициируют большой потом взрыв за собой. И без них фактически останавливается очень много других заводов. Просто потому что без этой продукции ничего не взорвется, ничего не выстрелит и ничего не сможет раскрыться, сработать и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть, на самом деле, это крайне важное предприятие. Поэтому-то оно является приборостроительным заводом, а не является, например, пороховым заводом. Оно не производит взрывчатку. Но оно производит то, что эту взрывчатку инициирует, то, что оно и дает взорваться. Вот. И вот туда, собственно говоря, сегодня ночью прилетели наши доблестные дроны. Местные избиратели Путина насчитали где-то порядка 5 взрывов, которые там непосредственно произошли именно на заводе. ПВО забудьте. Вот по тем видео, которые есть у нас, ссылочка внизу в описании данного ролика, я не определил какую-либо работу ПВО. Вот то, что туда долетели дроны, это очень четко слышно и видно. И они там поснимали, и потом в соцсетях пишут приблизительно то же самое. То есть отработано было капитально. Что говорят местные избиратели Путина? Что загорелся и взорвался, возможно, основной цех этого предприятия. Это раз. И также они говорят, что разбита полностью проходная. Видимо, там административное здание, а может они совмещены с цехом. То есть такое тоже бывает очень часто. Вот эти вот два... То, что они видят, то они и описывают. То, что там внутри предприятия, может, еще что-то взорвалось. Но вот эти два места разнесены точно. Вот. Насколько это повлияет на работу этого завода, мы пока не будем говорить. Возможно, очень сильно повлияет. Тут интересно другое, что оказывается, этот завод уже давным-давно находится под санкциями Евросоюза. Как завод, который производит взрывчатые вещества. Но, видите, он прекрасно себе продолжал против этих санкций, после этих санкций работать. Вот. Ну, тогда Збройные силы Украины наложили на него вот сейчас, как говорится, свои собственные санкции. Надеемся, что вот эти санкции сработают гораздо лучше, чем бла-бла-бла санкции вот, откуда-либо еще.